Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую интересную куколку в образе грибочка-мухомортика. Посмотрите, какая она интересная, красивая, небольшая игрушка по размеру. Показываю со всех сторон ее. Такая шляпка. Шляпка снимается, вот показываю, и остается вот такая куколка в белом платьице с белыми волосами. По размеру сейчас покажу. Это кукла до 14 сантиметров. Размер куклы небольшой, расход пряжи тоже небольшой. У этой куклы вяжем ножки, далее вяжем туловище, ввязываем ручки и вывязываем голову. Это все одна цельная деталь. Далее вот привязываем платьице, вот так, покажу, как оно смотрится. Верхнюю часть платья оформляем, вяжем вот такой паричок и отдельно вяжем вот такую шляпку, которая одевается вот так на куколку. И вот такая интересная, красивая, необычная кукла-грибочек. Приступим к вязанию. Для игрушки я буду использовать пряжу Jeans Yarnart в 50 граммах 160 метров и возьму крючок 2 миллиметра. Начинаем вязать ручки. Берем пряжу цвета тела, делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и колечко затягиваем. В первом ряду получилось 6 столбиков. Теперь со 2 по 13 ряд вяжем по 6 столбиков. И вот получается такая ручка. Считаем все ряды: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов. Ниточку оставляем коротенькую, так как ручки будем ввязывать. Теперь вяжем ножки. Берем белую пряжу, делаем кольцо амигуруми, ввязываем в кольцо 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и колечко затягиваем. Первый ряд получилось 5 столбиков. Теперь переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1, 2, оденем маркер, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во втором ряду 10 столбиков. И теперь третий и четвертый ряды провязываем по 10 столбиков. И вот провязали третий и четвертый ряды по 10 столбиков. Теперь нить отрезали, будем переходить на цвет тела. И это 5-й ряд. Провязали вот столбик. Теперь вот эти 2 хвостика завязываем на 2 узелка. 1, 2. Хвостики здесь впрячем вовнутрь. И теперь бежевой пряжей вяжем с 5 по 11 ряд по 10
столбиков. И по 10 столбиков бежевой пряжей провязали вот 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд. Вторую ножку вяжем точно такую же. У одной ниточку отрезаем, у второй не отрезаем, так как продолжаем вязать далее тело. Провязываем вот одну воздушную петлю, присоединяемся к первой ножке. Можно так развернуть, чтобы переход пряжи был вот внутри. И теперь по ножке вяжем 10 столбиков. Довязали до воздушной петли. Воздушную петлю провязываем прибавку. 1 столбик и сюда же второй столбик. Переходим на вторую ножку, по второй ножке тоже вяжем 10 столбиков. И вот довязали до воздушной петли, и в нее провязываем тоже прибавку. 1 столбик и второй столбик. Теперь ниточку отрезаем. Забыла сказать, что ножки наполняем вот наполнителем. И переходим на второй ряд по вывязыванию туловища. Присоединяем белую пряжу. Эти два хвостика тоже связываем между собой на 2 узелка. Вот у нас 1 столбик, 2, 3 и прибавка. Итак, вяжем до конца ряда 3 столбика, прибавка. В конце второго ряда будет 30 столбиков. И вот провязали 2 ряда, 3 и 4 ряды по 30 столбиков. Теперь вяжем 5 ряд. В 5 ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего столбика убавка. Всего таких повторений 6, и в конце 5 ряда 24 столбика. Теперь вяжем 6 ряд. В 6 ряду провязываем 24 столбика за заднюю стенку. Так, только за заднюю стенку столбика. И так провязываем до маркера 24 столбика. 7 ряд провязываем тоже 24 столбика. Уже вяжем за 2 стенки столбика. 8 ряд, 2 столбика, 1, 2, после 2 столбиков убавка. Всего таких повторений 6. В конце 8 ряда 18 столбиков. Вот показываю, с 9 по 11 ряд всего 3 ряда провязали по 18 столбиков. 9, 10 и 11 ряд. И теперь вяжем 12 ряд. В этом ряду будем вязывать вот ручки. Провязываем 4 столбика. 1, 2,
3, 4. Берем вот первую ручку и за 2 половинки провязываем 1 столбик, теперь второй столбик и третий. Вот одну ручку ввязали, теперь 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем вторую ручку, один столбик вместе с ручкой, два, и 3. И довязываем 2 столбика, 1, 2. Всего получилось 18 столбиков. Теперь вяжем 13 ряд. В 13 ряду тоже провязываем вот за заднюю стенку все столбики. Вот только за заднюю стенку. И всего получается 18 столбиков. Переходим на 14 ряд, ниточку белую отрезаем, переходим на цвет тела. Вяжем уже за 2 половинки столбика. 1 столбик, эти 2 ниточки связываем, и в следующий убавка. И так вяжем до конца ряда. Да, набиваем игрушку наполнителем, так как отверстие будет очень маленькое, а потом будет это сделать неудобно. И продолжаем вязать. Вот 1 столбик повторяем и убавка. Всего таких 6 повторений, и в конце 14 ряда 12 столбиков. И вот по 12 столбиков провязали 15 и 16 ряды. Теперь вяжем 17 ряд. В 17 ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. И так получится всего 12 прибавок. Из одного вывязываем 2 столбика. И в конце ряда получится 24 столбика. 18 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И после 3 столбиков прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 18 ряда 30 столбиков. Теперь 19 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4. И после 4 столбиков прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 19 ряда 36 столбиков. И по 36 столбиков провязываем с 20 по 26 ряд. 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 ряд. Переходим на 27 ряд. В 27 ряду будут уже убавления. Вяжем 4 столбика, 1, 2, 3,
4 и после 4 столбика убавка. Так повторяем 6 раз, и в конце 27 ряда будет 30 столбиков. 28 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3 и убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 28 ряда 24 столбика. Между 22 и 23 рядами я вставила глазки. Они 7 миллиметров, и между глазками 5 столбиков. И теперь продолжаем вязать 29 ряд. В 29 ряду вяжем 2 столбика, 1, 2, после 2 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 29 ряда 18 столбиков. Наполняем игрушку наполнителем и вяжем 30 ряд. В 30 ряду вяжем 1 столбик, в следующем убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 30 ряда 12 столбиков. И последний 31 ряд. Здесь вяжем 6 убавлений подряд. Так довязываем до конца. И вот в самом верху осталась такая небольшая дырочка. Сейчас мы ее спрячем за передние стенки каждого столбика. Так проходим иголка с ниткой. И теперь затягиваем. В середину прокалываем иголку и выводим вот где-то сбоку. И вот такая основа для игрушки готова. Эту ниточку отрезаем. И вот так смотрится на данном этапе наша кукла. И сейчас свяжем юбочку. Вот разворачиваем таким образом игрушку к себе головой. И вот там, где у нас осталась передняя стенка от столбиков, вот к ней будем привязывать белую нитку. Делаем 3 воздушные петли для подъема. Этот хвостик спрячем вовнутрь изделия. И теперь вяжем столбики с одним накидом. И чередуем вот из одной петельки вывязываем 2 столбика. Далее 1 столбик с накидом. И вот так чередуем. Снова 2 столбика из одного. И вяжем их с накидом. Теперь 1 столбик с накидом. И так довязываем до конца ряда. Довязали вот до конца этот ряд. Теперь соединительная петля. Снова 3 воздушных петли для подъема. И вяжем столбики с накидом за заднюю стенку. И теперь вяжем без прибавок, столбик в столбик, но только вот за заднюю стенку. Так довязываем до конца этот ряд. И еще третий ряд.
Тоже набираем 3 воздушные петли для подъема и вяжем за заднюю стенку. Провязываем столбики с накидом. Так довязываем до конца этот ряд. И теперь будем обвязывать юбку. Сразу набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Так мы делаем один раз, потому что одна воздушная петля заменяет один столбик без накида. Теперь столбик без накида. Далее вяжем по 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. Снова 3 воздушных. 1, 2, 3. Столбик без накида. И так довязываем до конца ряда. И вот первый ряд обвязки сделали, и у нас еще 2 ряда. Вот за передние стенки тоже будем обвязывать точно так же. Привязываем белую нить. Первый раз набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Далее по 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. И так обвязываем один ряд и вот второй ряд. Всего получится 3 обвязанных ряда. И вот так смотрится вот платье. 3 обвязанных яруса. И теперь обвяжем верхнюю часть платья. Тоже обвязываем точно так же. Присоединяем белую пряжу. В первой ячейке вот набираем 4 воздушные петли. 3, 4. Столбик без накида. И далее набираем по 3 воздушных петли. 1, 2, 3 и столбик без накида. И так обвязываем верхнюю часть вот платья. И вот так куколка смотрится уже в полностью обвязанном платье. И теперь свяжем паричок. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ниточку затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд вяжем 1 столбик, следующий прибавка. Всего таких 6 повторений. 1 столбик и прибавка. В конце третьего ряда будет 18 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика, 1, 2.
И после 2 столбиков прибавка. И так вяжем до конца ряда. В конце 4-го ряда 24 столбика. 5-й ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 5-го ряда 30 столбиков. 6-й ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Снова таких 6 повторений. В конце 6-го ряда 36 столбиков. И с 7 по 11 ряд вяжем по 36 столбиков. Вот считаем: 7, 8, 9, 10 и 11 ряд. И теперь свяжем кудряшки. Для этого набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь в 3-ю воздушную петлю от крючка провязываем полустолбик. Вот 1, 2 и вот 3. Провязали полустолбик с накидом. Сюда же провязываем столбик с накидом. Теперь вывязываем из одной воздушной петли по 2 столбика с накидом. И так повторяем. Вот 1 раз повторили. Теперь 2. 3. 4. 5. И теперь довязываем 2 столбика с накидом из одной петельки. Вот 1 столбик, и следующей петельки 2 столбик. Вот получается такая кудряшка, она будет вот так заворачиваться. И теперь переходим на вывязывание столбиков с накидом по паричку. И вот там, где у нас был провязан столбик без накида по парику, туда провязываем столбик с накидом. И теперь вяжем за заднюю стенку. 1 столбики с накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и довязываем 9. Теперь столбик, полустолбик с накидом 1, столбик без накида, соединительная петля. Далее столбик без накида, полустолбик с накидом. И теперь вяжем столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. И вот можно брать парик, одевать на куклу и смотреть, как нравится вам вот так. Или нужно довязывать еще несколько столбиков, или будет по центру. Вот. И сейчас здесь будем вывязывать вот такую кудряшку. И теперь берем белую пряжу. Нам нужно довязать вот здесь цепочку из воздушных петель. Присоединяем к парику. Этот хвостик потом спрячем. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно так пока месть оставить. Возвращаемся вот к той нитке, которой мы обвязываем вот парик. Здесь, туда, где мы присоединили вот воздушные петли, в этот столбик провязываем столбик с накидом. В первую воздушную петлю ввязываем столбик с накидом 1. Повторяем вот такую кудряху, только в обратном направлении. И во вторую воздушную петлю тоже столбик с накидом. И вот давайте отрежем здесь ниточку. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Этот хвостик будем сразу ввязывать. И вот провязываем 5 повторений из одной воздушной петли вывязываем 2. Один. И так вяжем вот 5 раз. И вот в последнюю воздушную петлю провязываем 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. Ниточку отрезаем, ее потом спрячем. И вот так закручиваем, и получается вот такие 2 кудряшки. Вот так подворачиваем, все ниточки прячем. И вот я вышила еще вот такие реснички и носик. Теперь берем паричок, одеваем его. И теперь будем его пришивать. Я взяла вот белую нить, оставляю хвостик, потом буду связывать на узелки и вот так по краю парика буду пришивать. Здесь переходим, вот подхватываем вот эту часть кудряшки. И пришиваем вот по передней части. Доходим до вот этого хвостика, завязываем на узелки и прячем хвостики вовнутрь изделия. И сейчас красной пряжей свяжем шапочку грибочка. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
первый ряд 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Точно так же, как вязали волосы. Вот провязываем в каждый столбик по прибавке. В конце второго ряда будет 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду 1 столбик, в следующий прибавка. Всего таких 6 повторений, и в конце третьего ряда будет 18 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика, 1, 2, в следующий прибавка. Всего таких 6 повторений, в конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд. В пятом ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего столбика прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце пятого ряда 30 столбиков. Шестой ряд. В шестом ряду вяжем 30 столбиков без изменения. Довязываем их так до маркера. Седьмой ряд. 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После 4 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце седьмого ряда 36 столбиков. Восьмой ряд. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце восьмого ряда 42 столбика. Девятый ряд. 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце девятого ряда 48 столбиков. Десятый ряд. 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце 10 ряда 54 столбика. 11 ряд. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 11 ряда 60 столбиков. 12 ряд. Вяжем 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. После 9 столбика прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 12 ряда 66 столбиков. И в шляпке последний, вот 13 ряд, вяжем красным цветом 66 столбиков. И теперь вот красную пряжу отрезали. Будем вязать 14 ряд белой пряжей. Присоединяем белую пряжу. Эти 2 хвостика потом свяжем.
3 воздушных петли для подъема, так как будем вязать столбики с одним накидом, и вяжем их за заднюю стенку. И вот так провязываем по кругу. Получается один столбик вот идет как для подъема, и здесь получится 65 столбиков с накидом. Вместе с подъемом 66. Теперь вот свяжем 15 ряд. 3 воздушных петли для подъема. Столбик будем провязывать с накидом и провязываем их с общей вершиной. Будем чередовать один столбик, а следующая будет убавка, то есть 2 столбика вот с накидом провязываем с одной общей вершиной. Снова один столбик с накидом и 2 столбика с одной общей вершиной. Так чередуем до конца ряда. И вяжем 16 ряд, 1 воздушная петля, провязываем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 и убавка. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика, убавка. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно сделать больше убавлений, возможно, меньше. Будете примерять уже на куколку на свою и смотреть, как вам лучше провязать этот последний ряд. И вот я еще связала такие белые кружочки, точечки для шляпки мухомора в кольцо амигуруми. Связала 6 столбиков без накида и приклеила их произвольно. И вот так выглядит шляпка. И вот игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!